Сегодня мой мастер-класс будет полезен для тех людей, кто очень любит распечатывать фотографии и вставлять их в рамки, либо просто хранить в альбомах, как это делаю я. Я просто обожаю. Вот у меня даже есть пленочный фотоаппарат, на который я снимаю иногда, но фотографии я всегда-всегда все распечатываю. Вот фото с аккаунта, кстати, в YouTube. Выбираем понравившееся фото, либо фото, которое хотим сделать в подарок, да, кому-то. Я вот выбрала фото с нашей свадьбы. Вода, камешки мне очень нравятся. Также нам потребуется 2 палочки. Это могут быть палочки просто собранные откуда-то, либо вот такие вот прямые, как у меня. Также я использую хлопковый шпагат, ножницы, естественно. Ну и на этом можно остановиться, я думаю. Для начала я буду надевать шпагат на нашу палочку-основу. Складываю шпагат напополам. У меня шпагат 5 миллиметров шириной. Крепить я буду его изнаночным креплением. Это значит, заводить буду сзади. Первую нить, которая у нас 1,50 м длиной, мы крепим вот таким вот образом с одного боку, и вторую нить, которая имеет такую же длину у нас, 1,50 м, мы крепим таким же изнаночным креплением с другой стороны. Далее мы примеряем наше фото, вставляем, да, но мы знаем, что у фото 10 сантиметров ширина, поэтому вторую нашу палочку мы должны будем закрепить на расстоянии 10 сантиметров, ну или чуть поменьше, чтобы наша фотография держалась между 2 палочками. Крепим так, как показываю на видео, потому как это очень интересное крепление и смотрится, ну и держится, естественно, хорошо таким креплением. Первую, вторую нить мы будем крепить именно так. Можете также примерять ваши фото, если вдруг вы съехали, да, чтобы все-таки фото в дальнейшем вошло ровно и хорошо. Так, с креплением разобрались основных 2 нитей, самых длинных. Сейчас мы будем надевать уже отрезки покороче, да, которые 1,30 м длиной у нас. Их у нас 8 штук должно быть. Мы их будем надевать на нижнюю нашу палочку лицевым креплением, чтобы перемычка была в нашу сторону видна. Но это вообще на ваш вкус и цвет. Если вдруг вы просто плетете первый раз макраме, то я вам как бы вот так вот поясняю. Если вы плетете не первый раз, то вы уже сами знаете, как вы хотите, я думаю.
После того, как закрепили все отрезки, приступим к плетению нашего главного узелка, базового, квадратного. Мы берем левую нить, складываем дугой, правую нить кладем поверх всех нитей и через заднюю сторону продеваем в петельку. Сейчас нужно повторить в обратную сторону. Дугу делаем с правой стороны, нить слева кладем поверх и через низ в петельку продеваем. Видите, у нас получился такой язычок с перемычкой слева. Левосторонний квадратный узел. Продолжаем делать такие узелки на протяжении всей нашего первой полосочки, первого ряда. Таких узлов у нас должно получиться 5. Потом мы с вами перейдем ко второму ряду, и их получится 4. Мы уже будем соединять от первого узла беря 2 нити, от второго узла 2 нити. Соединение будет происходить, и узлов станет меньше на 1. И так мы сойдемся до одного узелка. Сделаем такой вот треугольничек из квадратных узелков наших. Но я думаю, смотря видео, вам все это будет понятно. Если вы знакомы с этими узлами, то вообще здорово. Если не знакомы, то я думаю, что на видео все отчетливо понятно и ясно, как он плетется. И запоминаем, это самый базовый узел, с помощью которого вы сможете сплести просто все, что захотите в макраме. После того, как создали треугольник, сейчас оплетем вот вниз по диагонали репсовыми узлами. Складываем так, как я показываю. Берем самую крайнюю нить, у нас будет она ведущая, и на нее вот таким вот образом делаем намотку каждой последующей нитью 2 раза. То есть 1 раз намотка и 2 раз создается наш репсовый узелок. И такая вот полоска с репсовыми узлами называется бридой. То есть у нас создается такая диагональная брида из репсовых узелков. Плетем до середины в одну и в другую диагональ. У нас будет по одной полосочке, а потом пройдемся по еще одной такой полосочке диагональной вниз. На видео все точно так же будет видно. Посмотрите, как плести репсовый узелок в другую сторону, да, по диагонали, потому что, возможно, возникнут сложности у вас, но надеюсь, что вы с ним справитесь.
Ну что, рисунок наш выполнен. Остается сделать только петельку. Для нее я взяла 50 сантиметров хлопкового шпагата и просто обычным узелком зафиксирую, как бы закреплю, сделаю узелок, и все, ничего не буду мудрить. У вас же есть на выбор все, что вы пожелаете, как вы захотите. Может быть, есть какой-то свой способ, которым вы делаете петельку всяких панно различных, либо где-то еще. Я же просто так закреплю и буду довольна. Далее вставлю фотографию и посмотрите, какая получилась все-таки красота. Я надеюсь, у вас тоже. Возможно, вы как-то изменили узор, и от этого ваша фоторамка просто стала потрясающей. Мне было бы интересно посмотреть, так что скидывайте мне в Инстаграм фото. Я вообще жажду ваших фотографий. Подписывайтесь на YouTube-канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, комментарий и колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.